Едем обратно в Кишинев по южной трассе. Вот до Кишинева показывает 28 градусов. Ой, километров. Да. Градусов. Процентов алкоголя. Да. Это начался этот тещий язык, да, знаменитый. Красавчик. Вот оно, вот эта развилочка здесь. Красиво. И наша мотоциклетная композиция. Подумаешь, что ты гонщик какой-то. Картингист. Не знаю, если вы слышали писк колес. Мы едем где-то 150 километров в час. Ай-яй-яй. 150 спидометров показывает, даже когда мы стоим. Да. Вот какой красивый вид открывается на Молдавский. Сейчас мы выезжаем с Ханчарского района. Да. Дядя с арбузами уже укатил. Как мне нравятся эти остановки с мозаикой, такие аисты там внутри были нарисованы. Да, вот Фундул Галбиней налево. А что в переводе означает Фундул Галбиней? Галбиней это желтый? Ну это я знаю. Фундул? Не знаю. Желтый фонд. Да, можно. Фондовый фонд. Как плоскогубцы, плоскогубштели. Так, ладно. Но наслаждаемся пейзажем, дорогие друзья. Насколько это возможно. Вот она, Молдова, наша красавица. Вот уже все. Аккумулятор красный. Я выключаю, дорогие друзья. Зарядимся, потом продолжим. Вот, дорогие друзья, вот мы с Юрой сейчас дискутировали и пришли к мнению, какая все-таки красивая Молдова, природа, как все создано Господом, красиво, приятно. Все создано для того, чтобы мы могли радоваться всему этому, ценить и благодарить. Но мы забываем об этом. Чаще мы ноем, жалуемся. Начинаем кусать друг друга. Да, это еще хуже, когда начинаем завидовать, агрессировать, нервничать. Там что еще, какие там смертные грехи есть. Чревоугодие. Да. В то время, когда все так прекрасно вокруг нас, красивое небо, красивые деревья, травка, цвета такие здоровские. Думаешь, что, блин, земля такая большая. И все равно кому-то чего-то не хватает. Борьба за ресурсы, больше. Алчность. За власть. Алчность, да, желание власти. Ведь как устроен человек, он подсознательно все его действия направлены на то, чтобы меньше что-то делать и больше получать. И тем более это Опять меня понесло куда-то. До Кишинева 12 километров, дорогие друзья. Тебя уже несет. Меня уже понесло, да. Лабуника. Красиво. Красиво. Юрчик, а ты говорил, где-то в Дурлештах есть какой-то магазин, где можно выпить кофе в Дурлештах? Или нет? Или лучше в родных Пенатах? Я не знаю. Не знаю, что в Дурлештах. А ты же говорил, я стою в Дурлештах, вот тут возле магазина какого-то. Почему бы нам не проверить Дурлешский какой-то магазин? Не, ну мы поедем через Дурлеш, там по-любому. Но мы повернем раньше, чем начнутся магазины. А, да. Мы же по Кавказскому идем вниз. Йо. Какие озера? Тут что, рыбу выращивают, да, парниковую? Парниковая рыба, правильно сказал? Нет. А как? Сейчас Правильно сказал. парника
это теплица. Я в курсе, но рыба искусственная, она ж парниковая? Или нет? Нет. Ах как, натуральная, дикая. Вот Юра завис, да. О, попал в этот завис, не может сказать. Рыба, которая доморощенная, парниковая, или как ее назвать? Парник это вообще-то Да я теплица. знаю, ну я так для сравнения на скорую руку сфарганил. Парниковая рыба, а как она называется? Водоем. Что за трасса, кстати? Это перемычка Буйканами. между Котовским шоссе и Полтавским шоссе. Угу. Тут же танки репетировали парады на этой трассе. Да, было время. Было время. Если ты помнишь, как они по Энгельса ездили, и даже по Патрису Лумбе, танки. Нет, Я помню. уже места мало. Я помню, ой, как помню. Прикольно. Рыбхоз. Рыбнадзор. Давайте буду подсказывать, как Не, еще. это не из этой. Вот в эту семгу, то, что люди едят, типа, она вкусная, она же не тепличная, наверное, опять парниковая. Парниковая. Есть дикая рыба, а есть... Парниковая. Нет. Ты же мастер в рыбе, ты же мне сколько учил. Ну, ладно, начинаешь, я. Как отличать ту рыбу от этой, и все тонкости. Не, ну просто не покупай эту семгу и не будешь есть искусственную рыбу. Да. Ну, короче, Покупай горбушу. искусственная рыба, ты хотел сказать, правильно? Кишинел 8. Как курятник называется? Не курятник, ну это смесь. Инкубатор. Инкубатор. Не, инкубатор от инкубатора. Блин, как же эта рыба называется, которая в Инкубаторская. аквариумах. Ну, короче. Но не парниковая, не инкубаторская, что еще? Фермерская, нет. Нет. Ну, осетрину же также выращивают. Рыба, выращенная в искусственных условиях, да? Да вот, Google тебе в помощь. А у меня камера в руках сейчас. Какой Google? Google подождет. Хукил. Вот где-то я ел аналогичный шашлык. Тоже такой пустой, знаешь. Бывает. У вас все вкусно? Да. А он чи не соленый, чи не в это, знаешь, нету этого аромата такого. Да хотя бы Просто- бы залили, было Да. бы больше Просто пользы бы. мясо без соли, знаешь, Да. просто запечен. Вообще нету. Машина без крыши. Фу. Так бездарно портят продукты люди иногда. Не портят продукты качества. Портят ощущение от... Ну да, картошку мы хотели купить. Да зачем? У тебя есть? Ну, я не ем картошку. Лучшая картошка это макароны итальянские. Гриль, кофе, карни, мизелури. Закрыто, походу. Что, полицаи стоят, кого ждут? Облава. Хорошо. Вызвали каких-то этих. Понаставили эти камер, моргалок, вспышек в такой дурдом, в такой бедной стране. Столько Вот за счет штрафов страна и живет. не страна, а верхушка страны. А все остальные сосут палец без соли. Платишь штраф. Ну, А эти собаки за свои проделки никогда не заплатят. нет. За договора, заключенные, Ну да. преступные договора. Вот именно. Преступные. Это враги народа. Конечно. Предатели. Люди просто расходный материал в этой ситуации. Да, и Да. везде, что самое интересное. Да как безлико эти, как мне достали эти новострои. Это просто капец какой-то. Смотри, ну какая-то Они просто стоят там, где не стена. должны стоять. Ну да.
Стену такую залепили, блин. Такой ужас. Какие громоздкие. Ну так за ним там Софтрансавто. Ну да. Убитое поле. Нормально? Нет, здесь смотрится нормально. Какая общага. Это ж такая общага Да, и вонючая. с маленьким двором. Да, галимая. Столько квартир. И один выход, прикинь. Да, ты Один что? раз здесь, только они построили, еще не заселились, 2 машины сгорело во дворе. Ой, А если бы 25 машин сгорело? Юра, ну что такое? Почему вот мы не можем просто радоваться жизни? Опять мы начинаем кого-то критиковать, что-то. Да. Такие мы. Что подперло их? Все. Хоспис. Машина хоспис. Хосписная. Мне кумет рассказал, что актрис, вот он на актрисе работал, пересел на него с дафа. И говорит, я просился обратно, дайте мне мой даф тихий. Да не, ну да, тихий. это же уютный. консервная банка. Вот он сказал то же самое. Он говорит, да, электроника напичкана, спутник, Такая электроника шмутник. глючит, да, Да. стружка летит. А говорит, в дафе тихо, комфорт. Я говорит, в дафе вот смену, да, я не уставал, как Ага. в актросе. Я в актросе как лимон выжатый после смены. Нормально. Да, я уж удивился. А Чирва-то наш дальнобойщик на актросе кажет. Не-не-не, на Ивека. На Ивека он. У него был даф, и мы ездили на дафе. Красно? Да. Да, Красный Ивека? такой хороший лайнер, такой тихо, как в автобусе внутри. Да? И комфортно так. Да. Люди на КамАЗах раньше ездили, на старых. 5310, помню. Я тебе скажу, что у меня, вот, не хочу тебя обидеть, но Дородайка, знаешь, на дафе так плавно, вообще так. И он мощный. Вова, когда сел, знаешь, на голове, говорит, ну смотри, какая тачка, какая тяга. Мы ехали в этот, в Китикич туда за фурой. Нет, что? Вот я бы хотел бы иметь свой грузовик такой. Зачем? Жить? Кататься на нем. Понимаю. У меня же страсть к грузовикам. Мне очень нравятся грузовики. Купи себе лучше квадроцикл. Эй, Или маленький электросамокат, не надо. который, как у этого, у Егора. Такой. Табуретка. Самокат с сидушкой. Да, ну, мне противопоказано. Если я упаду и не смогу среагировать, сгруппироваться, еще поломаю себя полностью. Мне только, Тоже не будет. мне только джип какой-то или грузовик, тягач, голову. И водителя двух, чтобы сменяли смены, да? Не, сам. Тебя постоянно возили. Сам, я бы так маслал бы ручку вот на тягаче, вот так вот ладонью, вот так вот, знаете, как Ну да, ладонью, вроде когда выпендрешь такой. Или поставил себе такую маслайку, знаешь, как на этих, на электрокарах. Да. Рычаг такой. Не, я бы так рулил бы так аккуратно, тихонечко, красиво. Вот и здесь надо перекрыть красоту людям, построить. Что, вот с этажа уже красота. Высрать какой-то здесь новострой, Так здесь будет сейчас дорога на Баюкана, на старый Баюкана. да? Кстати, там внизу слава будет работать, анестезия. Вот здесь, наверное, будет дорога. Вот так мы незаметно приблизились к улице Кавказской. Куметру привет, дорогой. У меня здесь кум, у него тут дом был, бабушки. Продали. Как ему тяжело. Как здесь можно жить? Вот, Что это такое? ну так смотри, вот здесь Бля, 4 какое семьи будут жить. Какое И они уродство. будут заезжать постоянно, или выезжать. Ну, короче, трэш. А, не говори. Вот эти частные домики, вот это самый попс. Ну, купи. Нет, здесь грустно жить на этой дороге. Здесь очень много машин. Да?
весело на Просто она Янгисе. односторонняя. Да. И когда снизу едешь, ты должен круг сделать, чтобы заехать. В Домбраве хорошо. В таких вот местах, да. Где... Вот видите, дорогие друзья, белокаменный Кишинев на горизонте. Виден там дома такие. Спеть вам песню «Мой белый город может спать спокойно». Цветок из камня. Цветок из камня, да. Я специально... Спать спокойно может Одесса, потому что я не собираюсь его бить. Да-да-да-да-да-да-да-да. Знаешь, я иногда вот, когда в настроении как начинаю петь, включаю Шазам, он меня зашазамливает, представляешь? Я как-то пошел купаться, как затянул там это синее море Магомаев. Мама говорит, сыночек, ты супер, да. сынок, ты что, взял с собой радиоточку в ванну? Не, мама, это я пою. Ой, сынок, ты такой талантливый. Я говорю, да, мама. Пойдешь завтра в музыкальную школу Да. на скрипке. Я такой, да. Как запою. Сейчас спою. А? Это я сам придумал, конечно, что мама зашла и сказала. Я понял. Ну, фантазии такие. А как иначе сказать, что у тебя хороший голос? Как? Если ты не скажешь, никто не скажет. Да, у меня хороший певческий голос. Ну и что? А тут Вон- раз. Вот Вот. Бузова же сказала, что у нее голос. Да. Все, значит, А все А тут мама сказала, сынок, ты что, радио взял с собой в ванну? Или магнитофон? Нет, мама, это я. Сынок, ты не только художник, ты еще и певец. Режиссер мамин. Ну, талантливый человек не может быть Да. талантлив в чем-то. Он во всем. Вот в магазин проехали с кофем, с лавочкой. Да. Что-то меня накрыло этот кебаб, мне никакого кофе же однозначно не хочется. В магазине. А уши? Нет. Я, понимаешь, вот я покушал, как тогда утробу набил, Да, а всё равно. никакого удовольствия. Таки да. Хочется сейчас даже упороться, пожрать, но чтобы накрыло каким-то изюмом. Юра, кстати, кто не знает, что он, кроме того, что знаток Кишинева, он еще гурман 6-го разряда. Ага. Он любит со вкусом покушать и умеет красиво рассказывать об этом. Да, Юра очень тонкий ценитель. Знаток мяса и рыбы. Но он не знает, как называется парниковая рыба. Его что-то заглючило. Его бюро находок, то есть это информационный центр. А это что за бодыга здесь такая? Работает? Да, не, ну так Не, вот это. Вот это? Алиментар. Не, ну тут мясо продают, ну это что, продавали раньше. Продавали. Ну, я один раз купил, мне не понравилось, потому что оно накачано водой было. Ужасно. Хотя люди стоят там в очереди, специально сюда едут, ехали. Все, у меня опять красный аккумулятор, дорогие друзья. Я выключаю, чтобы не убить запись.